Всем привет! Вы на канале Тамарик. Это у нас игруха The Outer World Spacer. Вроде бы так она называется правильно. Ну и чё если тишина? В игру до этого ни разу не играл. Даже в принципе есть, конечно, представление, что там космос, вся фигня. Включить, я не знаю, на каком на языке, конечно. Продолжить. Надеюсь, она на русской озвучке. Come to Halcyon, the only colony on the edge of the frontier, owned and operated by corporations. A trip of 10 short years will feel like mere minutes, thanks to the comfort and safety of your very own hibernation chamber. You'll wake up in a perfect society designed to maximize your productivity, with guaranteed full employment. With only a minor term of service, you will become the master of your own destiny when you go out of this world to the Halcyon colony. Hundreds of thousands of colonists left adrift out here forever, just to keep from damaging the board's bottom line. Disgraceful. Я так понял, сейчас сделаем себе персонажа. У нас есть очки, все вижу. Что такое вообще проницательность? Проницательность влияет на бонусный урон от попадания в голову в слабое место. Этот... Ну такой, конечно. Хотя есть взлом. Навык на взлом. Медицина, наука. Ну, по-любому одну себе в копии возьмем сейчас. Так, что делает ловкость? Ловкость влияет на скорость атак в ближнем бою и скорость перезарядки оружия дальнего боя. А доручное оружие ближнего боя, на что, кстати, не сила на доручное влияет. Сейчас прочитаем. Блок скрытность, скрытие замков. Ну, опять же, блок скрытность и замки тоже это нужно, я думаю. Сила влияет на урон, носимый оружием ближнего боя и максимальную грузоподъемность. Ну, естественно, тоже на единичку минимум, потому что грузоподъемность нам нужна. Личность, привлекательность. Привлекательность влияет на репутацию во фракции восстановления умений напарников. Напарники здесь еще есть, прикольно. Убеждение, ложь, запугивание, взлом, наука, вдохновение. Ну, у нас, в принципе, наука будет скачана, взлом тоже будет вкачанный. Так, а это вчера всего по одному можно давать. А если еще одну, вот так вот можно, да? Так, ладно, и твердость духа. Твердость духа улучшает вашу природную способность восстанавливать здоровье. Блять, классная тема. Хотя и так как бы она есть. Скрытность. Знаете, наверное, что? Я не хочу вкачать себе тяжелое оружие.
Ну, тяжелое оружие в плане в принципе, все вместе. И вскрытие замков, и инженерия. Давайте, короче, по стандарту дальше. Потому что мало ли, может быть, это оружие ближнего боя вообще, блядь, имба. Типа вот так вот. Открывает сильные и размашистые удары. Да, одноручное, двуручное ближнего боя. Дальний бой, легкое оружие. Сейчас я давайте прочитаю и все, потом вам все расскажу, что я выбрал. Ну, короче, взял ближний бой, дальний бой. Почему? Потому что я не знаю, как будет. Ну, это стандартная, в принципе, тема. Чтобы у тебя было оружие, как бы с патроном и без патриков. Ну, как бы у всех всегда так. Плюс, как бы, я не знаю, будет ли в этой игре хороша скрытность. Будет ли много взлома нужно. Открывать умение продавать вещи торговым автоматом. Ну, блять, как-то такое себе это все делать. Давайте дальше нажмем. Блять, квалификация. Good for you. Don't let the board tell you what Это you're сколько meant to можем be. взять их? А, только одну. Ну, давайте опять я сейчас You're so посижу. much Опять же, more тут than их your много, как бы. designated Давайте сейчас profession. посижу, почитаю и выберу, а потом вам покажу. Ну, короче, тут все посмотрел. В принципе, просто, что вот это вот неинтересно читать, просто смотреть вот типа решительность для действия напитков, блок, там убеждения, техника. В принципе, я считаю, то, что I do have a lot of dirty наука test типа tubes. тоже как бы хорошо. Ну, в рад за мужика. Так, ну, кстати, девочка получше лет, чем мужик на самом деле. Так, а можете что-то тебе поменять? Сейчас я тоже сейчас быстро все поменяю и покажу потом вам. Ну, короче, чуть-чуть совсем я его поменял. В принципе, чем мать наградила, пускай и будет. Я сильно там... Ну, давайте назовемся. Марков. Ну, Так, что у нас по навыкам? Ну, в принципе, все устраивает меня, как бы наука, инженерия. Все прикольно. Дальше. Я, в принципе, и не понимаю, о чем игра на самом деле. Кстати, забыл посмотреть. Ладно, escape не нажимается. Looks to be your lucky day, my friend. Please power down your engines and prepare to be... Not likely, bootlickers. Initiate skip jump. Так, мужик, я так понял, нас освободил. Только... Structural integrity down 25%. Power levels down. It drives. Shit. Я так понимаю, типа, вот эти вот колонизирующие, типа, вот эти вот компании, они просто людей куда-то туда кидают, в бездну. Ah, there you are. Wondering what's going on, eh? Bit of bad news there, I'm afraid. Your colony ship was inexplicably knocked out of skip space and forced to complete its journey at sublight speeds. This means that you and every other colonist on the Hope have been in suspended animation for 70 years, give or take. Normally, reviving someone after so long leads to some quite horrifying results. It's called
massive cell death, but it's really more of a liquefaction. Something wrong? Oh, yes, well, not to worry. I've pumped your body full of a special concoction I devised to keep you from dying so horrifically. Hopefully at all, but I guess we'll see, yes? Unfortunately, I used the last of my chemical supplies saving you. I know it's a lot to ask, but I must have your help securing more if we're to save the rest of your fellow colonists. I'd see it done myself, of course, but the board has a sizable bounty on my head. Now, my ship is inoperative, but I've managed to hire a smuggler to help you out. He'll be... Oh, I see we're in position. Good luck! А я не понял смысл этого чувака. Типа просто он как бы всех освобождает. Is this thing working? Ah, there you are. Now, where... Типа он всех... Сейчас закончу мысль. Типа он всех освобождает, а потом кидает в никуда. Сейчас гляну, есть ли здесь озвучка русская. Просто мне интересно, может быть, просто я ее не нажал. Управление, звуки. Язык русский. Включен. Нет, просто я так понял, типа его нет. Ну ладно, продолжить. Were we? Oh, yes, the smuggler. His name is Hawthorne, and he should be waiting for you at the landing site. He's to be your chauffeur, so to speak. Not to worry, I'm told he's a specialist. Dashing gunslinger, one-of-a-kind ship, that sort of thing. You'll like him, I'm sure. I've also outfitted you with a simple wireless monitor, so I can track your progress. I'll check in with you as soon as you land. Good luck. All the colonists are counting on you. А я вот, в принципе, читаю, но моментами не понимаю, может быть, всего. Типа, да, как бы какой-то вроде бы должен контрабандист нас забрать. И что дальше? Типа, вот колонисты все на меня надеются. Сюжет пока непонятен. Hawthorne should be close by. What in law's name? Is that him? Oh, that idiot. I told him to plant the beacon and move away, not stand there holding it. Oh well, no sense in letting his ship go to waste. Чувака, короче, Hawthorne блядь. won't mind you taking his ship. Better you than the board, huh? Not sure I trusted the fellow. Might have gone after the bounty on my head. Shame about the whole squashing thing. Nasty way to Я go. хочу посмотреть на того типа, а он разговаривает. Это, конечно, пиздец. О, прикольно, блин, такая вот атмосферка, но игруха 19-го года, вроде бы как. Прыгнуть. Гравитация какая-то другая такая, знаете. Грибочки. Ящерицы. Что летают. Графика у меня стоит высокая. Ультра, кстати, можно, в принципе, наверное, было поставить. Но я пока не хочу. Найдем разбойника. Похавать можно, нельзя. Кстати, насколько я понял, это тоже типа вот это вот есть. Степень его осведомленности о вас. Ну это пугливая псина, слышишь? Видишь, а если она такая пугливая, что она такая страшная, блядь? Могли типа умереть?
frozen for a while, there's bound to be unforeseen side effects. Нельзя их словить. И даже вот, ну, как бы руками, в принципе, тоже биться, наверное, нельзя. Слышишь, блядь, Так, килочки на F, у нас их 11 штук. Hey, you, come here. You've tried the best now. Now try the rest. Spacer's choice. Oh, law, that stings. Какие-то, блядь, персонажи такие, знаете, слишком анимешные. Looks like the bleeding stopped. I owe you one. Hope you don't mind me omitting this little exchange from my report. Spacer's choice doesn't like us accepting outside help. Давай спросим, что We were out on случилось. patrol. I saw a marauder camp up in the hills. Thought I could take him. Then my gun misfired. Right through my side. I mean, what are the odds of that, right? Ты дебил, Just блядь. barely scraped by with my life. Crawled in here and blocked off the exit with those canisters. Gibbering, flesh-eating, law-breaking, unemployed lunatics with guns. Some hullhead grounded their spacecraft out in the open. That's a real good way to attract marauders. See those canisters by the entrance? Marauders come sniffing around in here, and I can take them all out with a single shot. А себя ты не убьешь? Ну тут, блядь, типа это мы, что ли? Короче, я так понял, типа мы сделали нелегальную посадку, он пошел, короче, нас встречать и, короче, себе или что-то. Я, короче, не пойму, что за хуйня. Я не могу понять. Ну давайте этот. Yeah, okay. You look like you know your way around a gun. Got some spare ammo, not counting the bullet in my side. Here, you can have my saber too, for patching me up and all. All Spacer's choice weapons are now 30% less likely to malfunction. You've tried the best, now try the rest. Я, по-моему, Spacer's choice. Yes, блядь. nailed it that time. Он, по-моему, сказал, что у него есть все равно запасная пушка, так что, в принципе, если мы его киданем, так что, типа, никуда он не денется. Не умрет, по идее. You hit your head or something? You're in Emerald Vale. We're a Spacer's choice community. Ага. Edgewater's a little ways down. Prettiest place in the Vale. Be sure to stop by a provisioner's for a can of our famous salt tuna. Он сказал, блядь, куда сообщить, чтобы тебя вывезли. The Hope? Is that some sort of fancy new drug? Are you with Auntie Cleo or something? Don't take this the wrong way or nothing, but I'm not allowed to fraternize with Cleo workers. Company policy. Ну, типа, блядь, молчи тогда. Ой, ладно. А чё это так у тебя рука, блядь, далеко? Damn it, my ears! Oh, what just happened? Can you hear me? What in the hell? This... Чего, блядь, обнаружено осложнение гибернации? Физическое замедление времени. Из-за осложнений, возникших при вашем пробуждении после длительного гибернации, ваш мозг иначе воспринимает время. Нажав кнопку тактического замедления,
Время ТЗВ или ТАП. Наверное, ТАП. Вы можете замедлить все вокруг. Так у вас будет возможность подумать и даже принять необходимые меры. В этом режиме можете находиться лишь некоторое время. Я так понял, это типа просто какая-то кнопка, это не ТАП. Шкала ТЗ расходуется очень медленно. Если стоять если не поставить неподвижно, типа логично было. Куда быстрее стоит вам начать двигаться или атаковать. Шкала ТЗ постепенно заполняется сама собой. Так, юшка, тактическое разделение времени, вот. ТЗВ. Продолжить. Понял. Так, а мы уже, ну, скрытные же качали, да? Или нет? Как тебя можно скрытно убить? Сука. Ай! Так, нельзя было скрытно тебя кто убить. Почему нельзя сразу же съесть? Ну, а главное, кстати, замков помогут вам попасть туда, где вам быть нельзя. Магнитики позволяют скрывать замки, а обходные шунты взламывать компонентные шифрования. Если ваш навык достаточно развит, чтобы справиться с защитой, вы увидите, сколько магнитик или шунтунов понадобится и сколько времени займет работа. Зарядите навыка позволит снизить число требующих инструментов и ускорить процесс. Так, нам еще одной не хватает этой магнитной штучки. Биотуалет, да? Так, есть магнитная штучка. Можно было просто так было убить одним выстрелом? Ну, можно было, да. Так, ну мы не можем его открыть, нам не хватает еще одной штучки. Ладно, пошли. Я думал, честно, вот какие-то, может быть, атаки руками там. Типа, смысл мне сейчас стелс, типа, блядь, пистолетом вот этим вот. Ты шо, блядь, не умер, ёп? Типа... Стоп. Персонаж, снаряжение. Обучение безопасному обращению с оружием. DNL. Вы можете одновременно выбрать для использования 4 оружия, перетащив их ячейки в верхней части экрана. На этой странице вы можете осмотреть свое оружие, сравнить его, поместить как хлам или разобрать детали. Игроки с инженерным навыком на этом экране могут еще и починить оружие. Заботьтесь о своем оружии, и тогда оно позаботится о ваших врагах. Блять, нельзя было мне сразу было показать. Так, снаряжение. Ну, в принципе, то же самое, я думаю, перетащить. Хилочки.
Это с уровня медицины открывается. А можно ли съесть? Так, чисто. Бросить, F использовать, все. Бананы. F. Пока, наверное, все. Посмотрим, наверное, сам оно восстановится потом. Здоровье потихонечку у нас. Мы, кстати, не всех залутали. Я, если что, извиняюсь за очень такой вот долгий проходняк. Так, блок. Так, видишь, так. Блядь, 3 удара, типа, я так понял. То у нас комбо идет. Видите, даже не этот. Get over here before you get yourself killed. Don't know where you came from, stranger, but you best keep your head down. There's marauders hereabouts, and worse, landing violators. Gall on that rung leech. Landing in the Vale without using an official Spacer's Choice landing pad. I'd slap him with a fine if it weren't for all these marauders shambling about. Давайте скажем насчет пещеры. Really? How is he? Shouldn't have done that. Spacer's Choice family ain't authorized to receive medical aid from off-brand physicians. We'll see him back to Edgewater. Just as soon as I cross these marauders off with the swift, cost-efficient fury that's made Spacer's Choice the most trusted brand in personal defense. Честно, какие-то дебилы, блядь. You know, need a couple of winks to catch my breath. Типа, Stretch my legs, а говорить нельзя, помощь медицинскую принимать нельзя, он там, блядь, сейчас сдохнет. Нет, типа, правилам запрещено, типа, я не буду, блядь. То есть вздыхает, знаете, как бы на правила такие вот насрать надо. Неужели гвардия просто косо пасует перед трудностями? Так, а я там одну греблику на самом деле пропустил, теперь не знаешь, нормально это самое выбрать. Well, sometimes. Management's real good at cost-benefit analysis. But, seeing as I'm the acting manager in this situation, you know what? You're right. It's time we cross those marauders off, find whoever owns that ship, and file a full report. Ай, сука, в рабочке. Fucking laminated. Да ты будешь, да? Они их убили, я так понял, да? Типа этих убили, которые типа помогают. Мы лутать не будем, просто что я много времени так трачу. Просто под шумок зайду. Please be informed that this vessel contains no valuable plunder. Unauthorized access of spacefaring vessel. Hello, Marauder. I am Ada, the autonomous digital astrogator of this vessel. Please be informed that I am authorized to use violent retribution against unwanted solicitors. Please return any misappropriated equipment and exit this vessel in an orderly fashion. Failure to do so will result in your immediate destruction. Jettison procedures initiated. Disengaging airlocks. Preparing to eject all boarded parties in 5, 4, 3. Ну она шутит, мы это понимаем.
You are still here. My deception protocols have failed. I have been programmed to express disappointment. This vessel is the registered property of Ну да, блядь, Captain как бы смысл Alex спрашивать, если как Hawthorne. бы так понятно, что это его I был. am Просто что... incapable of accepting orders from anyone other than Captain Alex Hawthorne. Ой, блядь. I understand. I will require some time to process this information. Thank you for your patience and for your honesty. I am programmed to take orders exclusively from Captain Hawthorne. If I accept your orders, then you must be Captain Hawthorne. Do you understand? Я капитан Хоффман. Well done, Captain Hawthorne. I see your powers of deductive reasoning remain intact. Unfortunately, our engine is currently inoperable. Our main drive suffered a critical power failure, and we were forced to make an emergency landing. The main drive's power regulator has been irreparably damaged and must be replaced. Astutely observed. However, the probability of locating a power regulator within a worker settlement falls within acceptable parameters of certainty. High-capacity power regulators are sometimes employed in the electrical networks of worker settlements. I have taken the liberty of printing you a new captain's identity cartridge. Please try not to lose it this time. This cartridge identifies you, Alex Hawthorne, as the registered proprietor and captain of the Unreliable. Do you understand? В принципе, пофиг, как бы, и капитан Хоффман, а он во имени будет. Да, я понял, спасибо, все. Best of luck in your search for a power regulator. Try to stay alive this time. Вы получили уровень повышения. Поздравляем, вы накопили достаточно опыта, чтобы получить новый уровень. Откройте раздел «Персонаж», чтобы заняться саморазвитием. При росте уровня увеличивается запас здоровья, даются очки развития навыков, а также тра-та-та-та-та, способности. Короче, поняли. Сейчас... Цикл записи у нас длится 33 минуты. Так, сейчас быстренько полазим по кораблю. Посмотрим. Так. Хорошо, двери закрыты у нас. Понятно. Честно, он такая гравитация, как будто бы он не должен он вообще получить урон. Вот так вот прыгнуть, типа, ну ладно, если так как бы получишь урон. Короче, побежали. Открыть. Ой. Say, this wouldn't happen to be your ship, would it? Because it started making a bit of a clamor after you went in. Scared the marauders right off. And if this ship is yours, well, mister, you owe Spacer's Choice a hefty fine. Afraid we gotta dock your pay. Yeah, fair point. I'll let it go this time. If you're looking to help us out with our marauder problem, talk to Constable Reyes over in Edgewater. Edgewater's not too far. Just follow the road east of here, over past the cemetery. Now, if you'll excuse me, I need to inspect the crime scene before I make my report. Вот, блять, и все, типа, и без бабок все решили. Класс.
А, Аниме мальчиков подлатали. Все решили без бабок. Хочу посмотреть, что там за этот самый. Блять. Можно, в принципе, будет уровень сложности поднять на самом деле. Интереснее было. Потому что я так посмотрел, типа, они так достаточно какие-то такие ватненькие типы. Они, конечно, я так как бы принял на лицом так много, но так не хочется принимать. И хочется чуть-чуть посерьезнее играть. В любом случае можно было сюда добраться, было ладно. А я думал, типа, вот и кладбище, кстати. Whoa, hey, where'd you come from? Don't go ambling out in those hills. That's marauder territory, friend. Ага. You talk too pretty for a marauder. Most of them just grunt and yell. Ага. Ain't safe out here. You'd best head into town. Avail yourself of Edgewater's high walls and low prices. Давайте этот. Pleased to make your acquaintanceship. I'd shake your hand, but I've been hauling corpses. You don't want none of that on you. Name's Silas. Junior in humor for the town of Edgewater. We're all part of the Spacer's Choice family. Мы спросим. Definitely not the junior in humor, that's for sure. Ага. If you've got business inquiries, you should stop by Reed Thompson's office. He's up in the tower above the cannery. Head into town, follow the road. Look, you obviously ain't a worker. What's your racket? You a smuggler? Freelancer? Фрилансер, блять. Ай, блять, фрилансер. Edgewater is a company town, board-owned and operated. That includes the cemetery. None of us own our grave sites, we rent them from the company. Renting means money. Money means paperwork. Paperwork means signatures. Some of our families become a mite delinquent in paying their dues, you see? Company policy. If it was up to me, I'd put the whole town 10 feet under, free of charge. Four workers still haven't paid up. Phyllis, Conrad, Ludwig, and Martin Abernathy. He's a special case. You may want to twist his arm a little. Так, блять. Conrad's got a barbershop in town. Phyllis works at the cannery most hours. Abernathy... I ain't seen him in a few days. His domicile is near the cannery. You'll find him in town. All except Ludwig, that is. He's over by the landing pad. Чего еще можно спросить? А зачем тебе одежда нужна? Я вообще не понимаю, что это. Colony ship? Are you talking about that old rumor? Some great big starship packed full of colonists what got lost in the aether never to be found again? Ain't heard that one since I was but a stripling. Can't say it was terribly convincing far as rumors go. There a reason you asking? Понятно, короче. Да, я не буду говорить про надежду.
Hope's just a rumor, friend. Ancient rumor at that. Maybe you've been out in the sun too long. Why don't you head over to the cantina? Get yourself some zero-G brew. Да, It's a brew сходил бы я that's в good for буфет what бы. ails you. Пиццы похавал бы. Он говорит, все. Сейчас дойдем до города. Не знаю, вдруг, короче, кто-то не читает. Все объясню. Нам дали здание. Типа пособирать долги с могил. По кредит себе могилы берут. Ну, короче, типа арендуют могилу. А еще нам сказали, типа, где нам по поводу с движком поговорить. Там вот на каком-то заводе вроде бы. Ну, честно, игруха по специфике напоминает Fallout. Все то же самое. А что мы сейчас, блядь, делаем? Типа, ну, я... Не написано, типа, какое задание, типа, мы сейчас выполняем. По руководству тети Клео. Улучшение навыков. Каждый раз, когда вы будете получать новый уровень, вам даются очки, которые вы можете потратить на улучшение навыков. Если потратить очко на базовый навык ближний бой, будут улучшены все специальные навыки в этой группе. Максимальный вклад 50 очков, после 50 вы можете вкладывать очки напрямую в специализированные навыки вплоть до 100. Каждый навык по мере развития совершенствуется, но только после каждых 20 очков открываются особые бонусы. Прочтите описание навыка, чтобы узнать подробности. Броня, расходуемые предметы и временные эффекты могут улучшить или ухудшить ваши навыки. Это помешает или поможет пройти проверку навыка, а также влияют на пассивные бонусы навыков. Но не открывают и не закрывают никаких расширений. Работайте усердно, самосовершенствуйтесь, и вы тоже сможете пробиться в менеджеры сегодня среднего звена. Понятно, блять. Пока ничего не буду делать, нахер надо. А объясню почему, потому что у нас только кровь пистолета, блять, и у меча ничего нету. Бум. Seems we've got a guest. Really now, Parvati, I do wish you'd spoken up. I do apologize. I was given no forewarning of your arrival, or I might have welcomed you at the gates myself. I'm Reed Thompson, Outpost Administrator. I cannot help but notice you are not in uniform. Yes, so it dawns on me. Seems I allowed my excitement to run away with my wits. Been a few seasons since we've had a visitor pass through. Only regulator we've got is hooked up to the town transformer. Mr. Thompson ain't liable to be keen on dismantling it. I beg your pardon. I am most emphatically not keen on any such thing. I can't let you have our power regulator. But I happen to know of another one. And I happen to know exactly how you may retrieve it without frying yourself in the process. Oh, yes. Saw someone put his hands on a regulator while the power was running. His legs were still twitching when we buried him. There's a power regulator in the old botanical lab. It's mostly abandoned, so all that power is being squandered. Go down to the geothermal plant. Reroute power from the botanical district over to us. Once their power's shut down, you can have their regulator and be along on your way.
I was not entirely sure how to tell you this. The botanical labs are not legally inhabited, but there are people who live there. No, I do not imagine they will be pleased. But like a parent disciplining an unruly child, you will be doing them a kindness. The people living in the botanical labs, they're deserters, former workers. I need them back at their posts. I need them to come home. Ну, если ты хороший человек, который дает работу, типа, пусть возвращаются. Если ты плохой, блядь, то сейчас тебя сами и накажем. Почему? Edgewater is struggling. We haven't hit our production quota in years. If we don't meet our quotas this year, the company might shut us down for good. I need those workers back at their stations. Neither do I. The fault was entirely mine. I pushed them too hard. My hope is that by cutting off their power, you will convince those deserters to come back to town. Before you go to the plant, I want you to stop by the botanical lab. Speak to their leader, Adelaide. Tell her the power's about to go, and that it's time her band of deserters came back to town. Знаете, вот это вот, типа, хорошо, типа, посмотрю, что можно сделать, типа, вот это вот, почему нельзя просто, как бы, знаете, вот, если такого вот взял, сказал, все равно сделал, типа, по-своему, ну, в плане, знаешь, чтобы чувак был, на тебя, как бы, зуб не точили, но... Adelaide's older than the other deserters. She's dignified, kindly. From what I understand, her camp looks to her for leadership. That is not a hypothetical I enjoy entertaining. We need Adelaide back. Nonetheless, I will settle for the return of her followers. We belong to one community, the Spacer's Choice family. If we dissolve into factions, then we will all perish separately. Adelaide will understand that. My dad told me all about the plant. Taught me all he knew. I could come in useful. I mean, if that's all right with you, Mr. Thompson. Sir. I hesitate to part ways with Miss Holcomb, but I cannot deny that she is talented and may prove useful to you. You will need an administrative passcode in order to enter the plant. I am trusting you with mine, and trusting Miss Holcomb to guide you if you'd like. Давайте откажемся. Are you sure? I imagine Miss Holcomb will make a reliable companion. She knows her way around the Vale. Ладно, блядь, возьму. Great! I got my wrenches and diagnosticators and hairpins and engine tape, so I'm all set. Well, I am glad to hear that. Best of luck to you, and thank you again for your help. It is a lot to ask of a stranger, I know. Если что, кстати, игруху... Короче. Все, кстати, игруху... Че, идешь? С тобой тоже поговорить надо. We better clear out of Mr. Thompson's office before we talk. Ну ты быстрая. Этот, что хотел сказать. Игруху раздавали в Epic Games, кстати, бесплатно. С такими дополнениями. Hey, mister, can we talk? Sorry. Let's talk when you're free. Что, блядь, тебе надо? Sorry. You just want to get out of here.
And you likely don't want to tag along like me. It's just Mr. Thompson has his own view on matters, on account of it's his job and what all, but А, that's давай, not давай, the давай. only side of the table. Давай, давай, говори. To Mr. Thompson, a person's a gear. It does its job quiet-like. If it squeaks or stutters, it gets replaced. The deserters are decent folk. I knew some of them before they left. Ага. I don't know anybody well. I mostly listen to them talk, kept my head down. There was a boy named Thomas who used to follow me around, asking questions about the stuff I fixed. He was real sweet to me. Not any sort of dissident. Не дезертир, а диссидент, блять. Не... А. Ладно. Только что думал, его, блядь, я все неправильно читал. Типа дезертир, диссидент. Miss McDevitt? Oh, gosh, no. She was a real important person. A flavorist. Made all the food taste decent. She used to work up in the big office with Mr. Thompson. All I know is she left after her son died. It was a real big to-do. I could hear them both yelling clear from my own place. Can't say as I know. I wasn't there. The sound carried, but not the words. If Mr. Thompson ain't of a mind to tell you his own self, you'd best ask Miss McDevitt, if you can get out to her. Mr. Thompson's aiming to take away their power. They'll have no lights to see, nor heat to cook. They'll be at the mercy of marauders, or worse. It don't seem right to me, mister. Да, I это think you should неправильно. talk to the town's vicar about it. Max, his name is. Thanks, mister. I just think when you gotta make a decision that'll hurt somebody, it's best to think on the right and wrong of it. That's what my dad used to say anyways. Знаете, в чем прикол? Прикол в том, что у тебя два этих двигателя. Один у другого человека, то бишь у города, а второй двигатель у общины. Типа, что выбирать такое себе? Как бы у тебя вроде бы есть город. Ладно, короче, давайте на этом первую серию закончим. Игруха такая более-менее, очень сильно напоминает Fallout, но проблема в ней есть то, что нету русской озвучки. А так все классно вроде бы. Ну что ж, увидимся в следующих сериях. Пока-пока.